Начнем мы тему моторного топлива, вообще бензина в частности, не с традиционных докладов Росстата, а со статистики, которую дает нам Автостат. И давайте первый слайд сразу на экран. В июле на вторичном рынке было зарегистрировано 3646 легковых электромобилей. Это в 2,9 раза больше, чем в июле прошлого года. Рост по сравнению с июнем в 2,1 раза. В целом за 7 месяцев текущего года объем вторичного рынка электрокаров составил 11,4 тысячи штук, что на 67% больше, чем в январе-июле прошлого года. Текущий месячный объем рекордный за всю историю. Предыдущий пик был зафиксирован в октябре прошлого года. 2191 штука. Спрос на подключаемые гибриды на вторичном рынке тоже вырос, но не так сильно. Плюс 38% в июле и плюс 43% за 7 месяцев. Тут ограничителем роста является малое количество гибридов в российском автопарке. При этом они в основном все свежие, и владельцы не торопятся от них избавляться. Утверждение про малое количество гибридов мы скоро оспорим, но прежде чем оспаривать, давайте поговорим о масштабе, то есть добавим эти рекордные показатели к некому масштабу. Здесь мы видим с вами вторичный рынок для начала в июле, а потом за первые 7 месяцев 2026 года. И если так прикинуть, то эти рекорды электромобилей – это примерно 0,7% от общего количества продаж. Потому что они рекордные. Рекордные, да. А за 7 месяцев это 0,33%. Потому что это рекорд. Потому что это рекорд, безусловно. И на всякий случай Автостат — это достаточно точные данные, но по легковым автомобилям. Это легковые. Это все легковушки. Это прям мы только про них. Не касаемся ни электробусов, ни водоробусов, ни прочих экзотических видов транспорта. Собственно говоря, к чему это? Это к тому, что как только начался топливный кризис, все заговорили, сейчас попрут электромобили. Люди будут массово пересаживаться на электромобили. И если вы берете просто саму по себе новость, рекордные продажи электромобилей на вторичном рынке, это вообще просто почти в 3 раза рост. Это ж хо-хо-хо. А потом присматриваешься к масштабу и думаешь, погодите, а где, как на это все смотреть? То есть выросло ли количество продаж? Безусловно, да. Но в процентах очень сильно. В процентах очень сильно. По сравнению с предыдущим пиком тоже хороший прирост, там аж 1500 штук. Но пока не видно, чтобы какой-то перелом происходил. Но в процентах рост намного больше. Как в попугаях. А в попугаях я намного длиннее. Давайте, опять же, раз нам дают такую возможность, куда мы еще впихнем тему электромобилей, кроме топливного кризиса? Давайте еще познакомимся, воспользуемся этой возможностью и познакомимся еще с нашим электрическим автопарком. И для начала давайте табличку с чистыми электромобилями. Это, собственно говоря, у нас общее наше количество, справа, если, собственно говоря, нижнюю строчку, если посмотреть, общее количество электромобилей чистых, то есть не заряжаемые гибриды, ничего, просто аккумулятор, электромотор, все. 84 примерно тысячи штук. Это на начало 2026 года. По итогам этого года, я думаю, их станет где-то 95 тысяч штук, может быть, даже 96. Но пока так, к началу 2026 года около 84 штук. Как, опять же, видно, у нас Nissan Leaf все еще доминирует, но Nissan Leaf к нам везли праворульные, начало 10-х годов, и да, сейчас их активно скидывают, какие-то проехали побольше, какие-то поменьше. Я видел объявление Nissan Leaf, на котором проехали 250 тысяч километров. Купите, пожалуйста, говорят. Кто-то, может быть, даже купит. Посмотрев на цены на бензин, на наличие, тут Nissan Leaf, купят. Если что, это не надо считать рекомендацией, просто отмечаем, что там на рынке происходит. Интересна третья позиция среди моделей. Это Evolute iPro. Evolute iPro – это электромобиль, который у нас собирается, точнее, собирался, а сейчас ему на смену другая немножко модель пришла. И на 5-й позиции «Москвич». Так хочется «Зе» прочитать. Но читается 3И. Ему на смену тоже пришла теперь другая модель. УМО.
UMO. Вот они сейчас в такси катаются, в каршеринге катаются. Ну, собственно говоря, и эволюты с москвичами вот эти тоже в основном каршеринги и такси. Их покупали и некоторые другие крупные парки. Вот. А для понимания масштабов, опять же, мы сейчас еще заряжаемые гибриды посмотрим, а потом познакомимся с нашим автопарком вообще, с разбивкой по топливу, на чем кто катается. Давайте следующую сразу табличку. Вот, а это заряжаемые гибриды. От чистых электромобилей отличаются тем, что там двигатель внутреннего сгорания стоит, от которого заряжается аккумулятор. То есть можно и от сети зарядить аккумулятор, а можно от двигателя внутреннего сгорания. А двигатель внутреннего сгорания работает от бензина. То есть это машинка, которую можно и бензином заправить, и к сети подключить, и, в общем, таким вот образом получается двутопливный автомобиль. Говорят, сейчас стали к ним присматриваться гораздо активнее. Так вот, у нас их почти 117 тысяч штук было на начало текущего года. Потому что двутопливный автомобиль как-то вот надежнее, даже до уровня концепции, чем однотопливный. Ну, и действительно практичнее. Есть возможность зарядиться от розетки какой-нибудь, где-нибудь. Заряжаемся. Нет такой возможности. Спокойно едем на обычном двигателе и ни о чем не беспокоимся. Или наоборот. Есть бензин, заливаем. И нет бензина, катаемся на электричестве. Нас тут уже в эфире приветствуют. Если что, нам можно отправлять вопросы, замечания, предложения с помощью QR-кода, который периодически будет появляться вот в этом углу экрана. А про некоторые темы, про которые нас спросили, например, про НПЗ, мы сегодня поговорим. То есть пару слов скажем обязательно. Реплика: почему я гибрид не купил? Ну, что я могу сказать? Вас никто не может остановить от такой покупки сейчас, кроме ваших финансовых возможностей, конечно. Можно следующую марку электромобилей назвать «Ё-моё». Какую винтажную шутку вы сейчас сказали. Лет 10 назад этот самый «Ё» у нас присутствовал, уже многие про него и забыли. Есть еще неопробованная модель Ё-ПРСТ. Ну, кстати, может. Запас. Я напомню, тот Ё-мобиль должен был еще и на газе кататься, а под него еще должны были построить завод, который должен был производить баллоны композитные. Прямо там, столько было интересных планов, но... Ну что ж, не только же, когда мы про европейцев говорим, что у них планы не всегда с делом сочетаются, говорить. Вот у нас тоже всякие интересные бывали планы. Такая высокотехнологичная продукция, как композитные баллоны под газ, пока еще нет. Пока сложно. Сложновато, да? Сложновато, очень сложно. Кстати, может, я даже сейчас не прав. Не просто композитные, а полимерные. То есть не композит, а прям что композит, что полимер примерно в одном состоянии очень находится. Сложно, очень сложно. А тут интересную еще статистику дает нам Сергей Целиков, это глава автостата. Он посчитал пробег. То есть какой среднегодовой пробег у автомобилей, легковых автомобилей, работающих на разных видах топлива. Опять же, куда бы еще эту статистику бы всунули? Вот в тему моторного топлива. Давайте познакомимся с нашим автопарком еще подробнее. И какие у нас средние пробеги. Средний, 16 600 километров в год. Это вот средний автомобиль у нас проезжает. Где-то 10, где-то 20, где-то 40, но, понятно, среднее значение такое. И получается, что самые мобильные – это газомоторное топливо. Но здесь объясняется просто, много такси работают на газе, поэтому так. Тем, кому действительно нужно много ездить, переходят на газ. А вот электромобили как-то проигрывают, несмотря на... городской вид транспорта. Тут попробуй на езде больше-то. Нет, при желании. Такси наезжают. Опять же, есть электротакси, но, тем не менее, даже с учетом электротакси, статистика по электромобилям самая скромная из всех видов моторных топлив. Ну и, понятно, бензин близок к средним значениям. Ну а почему он близок к средним значениям? Давайте финальное просто знакомство с нашим автопарком. Сколько ж у нас? Сколько машинок? На чем катаемся?
Переходим к самому главному, к нашему здоровью. Если, друзья, у вас хронически болит шея, поясница или спина, то это вас спасет буквально. 10 лет назад челябинские неврологи под руководством Юрия Карюкалова разработали эффективную методику от боли в пояснице, спине и шее под названием Cordus и Sarcus. Методика эффективна в борьбе с такими патологиями, как остеохондроз, спазмы мышц позвоночника, межпозвонковая грыжа, ущемление седалищного нерва, сколиоз, вдовий горб и другие. В отличие от многих массажеров, аппараты получили медицинскую сертификацию в России и за рубежом. Спросом они пользуются почти в 50 странах, и, кстати, у них нет аналогов. Тренажер Cordus работает как ваш личный остеопат. В основе принципа действия глубокое расслабление околопозвоночных мышц, практика мануальной терапии. Подходит для всех участков позвоночника, поясница, грудной отдел, шея. Вершины этого тренажера под весом вашего тела, это называется гравитационная терапия, погружаются на 2-3 см вглубь и давят на зажатые мышцы. В результате спазм снимается, мышцы расслабляются, боль уходит. Cordus лучше использовать в паре с Sarcus'ом. Аппарат идеально разгрузит зоны крестца и поясничного отдела позвоночника. Особенно актуально для людей с малоподвижным и сидячим образом жизни. Эту безопасную методику применяют и рекомендуют даже олимпийские чемпионы. Сейчас еще действует супервыгодное предложение от бренда, которое можно использовать по максимуму. При покупке комплекта тренажеров на сайте вы получаете 3 консультации врача-реабилитолога и комплекс эффективных упражнений по методике в подарок. Кому актуально избавиться от боли в спине без дорогих мазей и уколов, оставлю ссылку на все аппараты Cordus и Sarcus в описании к ролику. А по моему промокоду на экране вы получите еще и скидку до 5000 рублей за комплект. Ну и тут никаких сюрпризов. Доминирующим видом топлива среди легковых автомобилей у нас являются бензиновые автомобили. У нас их больше 49 миллионов штук. Это около 93% всего легкового автопарка нашей страны. 6% нашего легкового автопарка это дизельные автомобили. Чуть более 2,5 миллионов. Подозреваю, количество их увеличится после лета 2026 года, но посмотрим. Особенно после коротенького интервью министра энергетики, которого журналист спрашивал, стоит ли он в очередях, на что господин Цивилев сказал: у меня дизельная машина. Ну, это было... Я, говорит, не замечаю. Ну, дизель. Нет, все хорошо. Дизельное топливо у нас есть на всех заправках практически, которые работают. Есть дизельное топливо. Ну, раз министр энергетики рекомендует, можно присмотреться, конечно же. Ну, по крайней мере, задуматься. Можно, да. Это, кстати, если что, данные, которые дают нам НАПИ, то есть Национальное агентство промышленной информации, если я правильно помню их расшифровку. Вот. Ну и электрических автомобилей, а также гибридных в сумме у нас около 200 тысяч штук на начало текущего года. Насчет газовых тут есть некоторые сомнения, потому что были подсчеты, что пропан-бутановых автомобилей у нас по 3 миллиона единиц. Возможно, тут какие-то вопросы с регистрацией пропан-бутановых автомобилей. Но, тем не менее, даже почти 1 миллион газовых, это и пропан, бутан, и метан, выглядят неплохо. Опять же, этот показатель имеет некоторый потенциал подрасти по итогам текущего года. Хотя министр энергетики на эту тему ничего не говорил. Его не спрашивали? А если бы спросили, а вот как вы думаете, на пропан-бутан стоит переходить? Может, он бы сказал, да? Вот следующий журналист сразу может держать в активе вопрос. То есть стоит ли переходить на пропан-бутан или метан? Ну, дорогие друзья, если встретите министра энергетики, вы знаете, о чем его можно будет спросить. Мы не призываем, но вот видите, какой хороший вопрос мы подготовили. Ну, то есть проблема бензина у нас преимущественно касается легкового транспорта. Я понимаю, это не некое открытие, но здесь мы решили проиллюстрировать конкретными данными. То есть это данные подсчетов, которые показывают, как у нас выглядит легковой автопарк. Понятное дело, что есть еще несколько миллионов грузовых автомобилей, автобусов и прочей техники, там легких грузовиков, которые работают преимущественно кто-то на дизельном топливе, где-то неплохо представлено газомоторное топливо, хотя тоже и бензиновые экземпляры там тоже неплохо распространены.
И один крупный грузовик может потреблять моторного топлива примерно в 30 раз больше, чем легковой автомобиль. То есть, когда мы говорим про потребителей моторных топлив, надо понимать, что не только количеством все ограничивается, и определяется, но и объемами, объемами езды, наверное, так не очень будет правильно сказать. Пробегом. Пробегом, да. Вот слово «пробег» неожиданно вылетело из головы. Пробегом определяется. Что вылетело? Карьерные самосвалы, например, вылетели. У них пробег вроде как небольшой. Вот. А тут второй момент еще. Сколько вы потребляете на 100 километров этого самого пробега? Потому что, может быть, какой-нибудь БелАЗик, маленький, скромненький. 220 тонн, например. Вот, который едет, в общем, немного, но... Ой-ой-ой-ой. Надо будет, кстати, посмотреть, сколько потребляет один БелАЗ на 100 километров. Но интуитивно, подозреваю, немало. Даже если это водородный БелАЗ, а такие, говорят, в наших краях водятся. По крайней мере, одна штука где-то, знаете, в степях Сахалина где-то спряталась. Вот. И проблемы с бензином в основном касаются легкового транспорта. И понятное дело, что так как количество бензиновых автомобилей, мягко скажем, больше, чем любого другого вида транспорта в нашей стране, кроме, возможно, электросамокатов, но тут пока я не уверен, то количество населения, которого касаются проблемы с бензином, тоже, в общем, больше, чем количество населения, которого могли бы коснуться проблемы с дизельным топливом, хотя их, еще раз обратим внимание, нету. Дизельное топливо везде присутствует. Вот. Тут можно, правда, возразить, что, видите, 2,5 миллиона автомобилей на дизеле ездят. Значит, им и не надо. И они просто не приезжают. Дорогие друзья, там и большегрузная техника периодически заправляется, там и автобусы периодически заправляются. Они на дизельном топливе работают. Дизель есть. Коммерческие грузовички небольшие, они тоже... Многие, кстати, на бензине работают тоже. Если это небольшой коммерческий грузовичок или микроавтобус, могут работать и на бензине. В любом случае, очевидно, что спрос на разные марки бензина намного выше, чем на все остальное. А с учетом того, как выстроена производственная палитра на наших нефтеперерабатывающих заводах, тут запас по дизельному топливу становится понятным. Мы производим в 2 раза больше, чем потребляем. По бензину такого запаса резерва просто нет. Там всего 10%. Тут стоит пояснить, почему так получилось к настоящему моменту, потому что у нас происходила модернизация нефтеперерабатывающих заводов, которая началась ровно 15 лет назад, кстати, в 2011 году. Такая масштабная программа. И делался особый упор на дизельное топливо, потому что это был важный экспортный товар. Мы, если вдруг что, мы, как Российская Федерация, второй по величине экспортер дизельного топлива. В обычное время. Сейчас экспорт запрещен, поэтому наши позиции в июле и августе будут куда скромнее. Но в среднем за год... во всем мире заметили, что настало необычное время. А это потому, что мы только сырье вывозим. Только сырье. Никаких нефтепродуктов. Надо больше перерабатывать, как известно. То есть надо больше перерабатывать, безусловно. Но даже те объемы, которые мы перерабатываем, делают нас вторым в мире игроком по нефтепродуктам вообще, по дизельному топливу в частности. И так как это был экспортный товар, а внутренний спрос даже чисто теоретически не мог расти теми темпами, которые бы позволили скорбить все эти объемы дизельного топлива внутри страны, то делался такой дизельный акцент легкий. Бензин тоже рос, объемы производства бензина тоже росли, но не теми темпами, как росли объемы производства дизельного топлива. И к настоящему моменту у нас по мощности, кстати, хороший термин, по мощности, у нас профицит не менее 70% по дизельному топливу, скажем так, потому что мы гражданское потребление учитываем, а есть не только гражданское потребление. И, 10-12% по бензину у нас по мощности профицит. Но, как вы понимаете, если вдруг какие-то внеплановые ремонты возникают, то этот профицит может несколько исчезнуть на какой-то период времени. И прежде чем мы перейдем к Росстату, может быть, почитаем вопросы. Тут уже вопросы, замечания, предложения появились. Нестандартный вопрос про бензин. Сейчас много разговоров про машины с автопилотом. И примерно 0 про роботизированные заправки. Могли бы поделиться вашим мнением на эту тему и перспективами технологий в этом направлении?
честно говоря, я не очень представляю, кто будет сейчас вкладывать в роботизированные заправки, если мы говорим про Российскую Федерацию. А если мы говорим про другие страны, то попытки были, особенно в электрическом сегменте. Попытки были, за последние 1,5 десятка лет попыток было несколько, все разорились. Может, в перспективе что-то выстрелит, но пока либо автоматически, прошу прощения, не автоматически, а такие автономные есть заправочные станции, где вы сам себе обслуживающий персонал и просто вот оплатили, сами вставили пистолет, бензобак, заправились, либо полноценный заправочный комплекс с заправщиками, кассирами и все такое прочее. То есть это выгодней и просто дешевле, чем делать роботизированный комплекс. Опять же, кстати, роботизированный комплекс, там надо сразу подъехать правильно, чтобы робот не ошибся. Возникает, поскольку все это огнеопасно, тем более сложно будут дополнительные требования от Ростехнадзора. Это такое хлопотно и не очень понятно зачем. Мне даже и в мире неизвестно, если мы берем такой нефтяной сегмент, или вообще жидкие моторные топлива, или газ. Мне неизвестны какие-то проекты вот в этой области, которые бы касались роботизации. Да, и опять же, просто дешевле. Вот человек ходит, заправляет. Либо делаете автономную заправочную станцию, и вы сами ходите и заправляете. Зачем тут робот? Тут роботизация особо производительность труда, мне кажется, не увеличит. И, может, наоборот, даже время заправки при прочих равных условиях может удлиниться, потому что ближе будет говорить вам автомат: стоп, сдайте назад, вы подстроились как-то вот под эту разметочку, потом вам пытаются лючок открыть. Еще не дай бог, если сильно дожмет этот самый робот. Надо оно вам, мне кажется, не очень. В общем, инфраструктура под это не заточена, но в электрическом сегменте, да, проекты были. Заряжаемый гибрид на дизеле. Да, в наше неспокойное время это был бы интересный вариант, но заряжаемых гибридов на дизеле я не припомню. В основном на бензине. Да не в основном, все они на бензине. С дизелем точно ничего не может случиться, получается. Давайте 3 раза сплюнем и скажем, что профицит по дизельному топливу у нас настолько велик, что даже если бы у нас работала половина нефтеперерабатывающих заводов, дизеля бы производилось столько, сколько нужно внутреннему рынку. Натурный эксперимент мы проводили в 2023 году, тогда тоже было эмбарго на поставки дизельного топлива, продержались 2 месяца. За 2 месяца были заполнены все резервуары в России, все какие есть. Пришлось экспортировать. БелАЗ кушает 120-160 литров на 100 километров. Вот большое спасибо. Это смотря какой БелАЗ, они там разные есть. Есть маленькие, 90 тонн. Возможно, это маленький БелАЗ. Есть большие, например, 440. Но, тем не менее, такой впечатляющий объем топлива. Если что, БелАЗом дизельное топливо тоже достаточно. Кстати, про водородный БелАЗ я не шутил, такой действительно есть. Очень нужен, очень востребован. Да, по Сахалину туда ездит, сюда ездит. Красота. А ситуация с топливом после... Тут сформулировано так. Ситуация с топливом после выборов сдвинется, лучше, хуже. Я замечу следующее. После выборов, давайте 3 раза сплюнем, но если все будет развиваться так, как развивается сейчас, она будет лучше, но не потому, что выборы пройдут, а потому что сезон закончится. То есть выборы... Повышенного спроса. Выборы проходят у нас в сентябре, если я не ошибаюсь. В середине месяца, правильно? Правильно. А сентябрь – это последний месяц, когда высокий сезон уже практически завершился. И вторая половина сентября, как правило, это уже низкий спрос. Хотя бы даже в силу этого обстоятельства ситуация будет улучшаться. Заканчиваются отпуска, не такая высокая нагрузка у аграрного сектора. Урожай уже собрали, остаются только посевные. Вот сейчас у нас пик. Август – это пик.